Путин начал операцию по переброске десанта. Активация 100 тысяч агентов. Россия напала сразу на 2 членов НАТО. Военные альянса расписались в своем бессилии. Поражение боевой авиации. Трасса на Москву перекрыта, регион РФ отрезан от столицы. Удар по Зеленскому. Сразу 2 президента резко раскритиковали коллегу. Польша отказывает в поддержке Украине. Испытания пошли не по плану. Мощный взрыв потряс Америку. Аномалия чуть не стала катастрофой. Об этих и других событиях к вечеру пятницы 29 мая. Вечер пятницы – время отдыха, но перед этим все самое важное за день. В эфире «Нехта». Я Олесь Корниенко. А вам спасибо, что с нами. Начинаем. Москва идет в разнос. В эту ночь российский дрон попал в жилую многоэтажку, но случилось это не в Украине, что происходит каждый день, а в минском городе Галац с населением более 330 тысяч человек. После удара на 10-м этаже вспыхнул пожар. Пострадали 2 человека, среди них 14-летний подросток. Из здания эвакуировали около 70 жильцов. Я думаю, что русский мир постепенно доходит до Румынии. Это очередная провокация со стороны русских. Я не верю, что это случайность. Такое случалось слишком часто, чтобы русские делали это случайно. Либо они крайне некомпетентны в ведении войны, но НАТО нужно что-то с этим сделать. Для перехвата дрона Румыния поднимала в воздух истребители F-16 и вертолет. В Бухаресте произошедшее назвали серьезной и безответственной эскалацией со стороны России. Румынские власти уже проинформировали НАТО и потребовали ускорить поставки средств борьбы с беспилотниками. Для поражения воздушной цели требуется определенное время, включающее обнаружение, идентификацию, классификацию, принятие решения о ведении боя и нанесение удара. Время, которым мы располагали 4 минуты, было крайне коротким. В Евросоюзе отреагировали на самом высоком уровне. Агрессивная война России пересекла еще одну границу. В результате вторжения российского беспилотника пострадал густонаселенный район Румынии, где ранены мирные жители, на территории ЕС. Мы полностью солидарны с Румынией и ее народом. Пока мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на восточной границе, мы будем и дальше усиливать давление на Россию. Глава Еврокомиссии напомнила о продолжении работы над 21-м пакетом санкций в отношении Москвы. Но это не единственный наглый выход агрессора за рамки. Москва атаковала и судно еще одной из стран НАТО. Военно-морские силы Украины сообщили, что российский дрон ударил по турецкому торговому кораблю, который шел из Одесской области. Под удар попал сухогруз АНТ. Судно шло под флагом Вануату, но принадлежит турецкому владельцу. После попадания дрона загорелась надстройка корабля. Пожар удалось потушить, однако без пострадавших не обошлось. Ранения получили 2 члена экипажа. Их эвакуировали катерами украинских ВМС и доставили в больницу. Как сообщил украинский вице-премьер Алексей Кулеба, всего российская армия этой ночью атаковала ударными дронами 3 иностранных торговых судна. Но бумеранг войны ударил и по нескольким городам государства-агрессора. В Волгограде ночью прогремели десятки взрывов, а после над промышленной зоной вспыхнул крупный пожар. По данным Осинт-аналитиков, целью мог стать нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Волгоград нефтепереработка», один из крупнейших НПЗ России. Несмотря на многочисленные свидетельства местных жителей, губернатор региона Андрей Бочаров написал, что повреждена только многоэтажка, а пожаров никаких нет. Ночь выдалась жаркой не только для Волгограда. Под ударом беспилотников оказался и Ярославль. Местный губернатор не смог так беспардонно врать, как его волгоградский коллега, и признал попадание. Произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет. Кроме того, Михаил Евраев так разволновался, что даже забыл назвать дроны обломками. В результате регион временно оказался отрезанным от столицы страны. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.
Трассу на столицу перекрывали уже второй раз за неделю. Добрались дроны и до Красноярского края. В Темрюке после атаки загорелась территория местного порта, одного из важнейших на Азовском море. Выборы в Армении все ближе, и Москва идет на новые каверзные шаги, чтобы удержать эту страну в зоне своего влияния. Как узнала Reuters, в Кремле обсуждали возможность переброски в Армению десанта, но не из военных. Речь идет об отправке 100 тысяч проживающих в России армян для участия в голосовании на родине. Законодательство страны запрещает голосование за рубежом. Несколько источников агентства рассказали, что к середине мая Кремль даже установил план по отправке армян для каждого российского региона. Российские власти оценили, что для отправки в Армению 100 тысяч избирателей потребуется примерно $50 миллионов. Ну, естественно, голосовать они будут не за Пашиняна. Вашингтон ужесточает тон по отношению к Москве. На заседании Совбеза ООН заместитель постпреда США при этой организации Тэмми Брюс резко отреагировала на новые российские удары и угрозы. Последние массированные удары по Киеву со стороны России, включая развертывание гиперзвуковых баллистических ракет «Орешник», являются необъяснимой, опасной и варварской эскалацией. Американский конгрессмен Джим Хаймс, посетивший Киев, заявил, что призывы Москвы к иностранным дипломатам покинуть Киев говорят не о силе, а о проблемах России на фронте. По его словам, такие заявления выглядят как признак отчаяния и неспособности добиться желаемых результатов на поле боя. Похожую позицию озвучил и сенатор Ричард Блюменталь, который вместе с Хаймсом прибыл в столицу Украины с визитом. Америка не покинет Украину. Наши дипломаты останутся здесь. Мы поддерживаем Украину как и с самого начала. Нас не запугают российские угрозы или давление. Мы не боимся. Вам не кажется, что дух Анкориджа начинает выветриваться? Президент Польши снова критикует украинского коллегу. Кароль Навроцкий заявил, что будет добиваться лишения Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за его решения присвоить элитному подразделению украинских ССО имени Героев УПА. Высшей награды Польши Зеленского удостоил 3 года назад предшественник Навроцкого Анджей Дуда. В среду президент Украины присвоил почетное наименование имени Героев УПА отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ. В унисон с действующим президентом Польши выступил и ее первый посткоммунистический лидер Лех Валенса. Президент Украины, отмечая бандитов из УПА, оскорбил меня и всех наших убитых соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди. Валенса также добавил, что отказывает Зеленскому в поддержке, хотя заявил, что будет и дальше поддерживать украинский народ. Пока российская пропаганда продолжает вой об ударе по Старобельску, российские оккупанты снова ударили по школе, на этот раз в селе Машево Черниговской области. После попадания дрона здание загорелось и выгорело полностью. К счастью, обошлось без жертв. Похоже, учебные заведения Украины для российской армии являются стратегическими объектами, ведь там украинские дети могут учиться на родном языке и узнать неискаженную правду об истории своей страны. А это то, что ненавистно Кремлю. Всего россияне только ночью выпустили по соседям 235 дронов и 1 ракету. У Маска испытания самой большой в мире космической ракеты недавно прошли успешно, а вот у его конкурентов все развивалось по совсем другому сценарию. Космическая гонка для носителя New Glenn компании Blue Origin закончилась прямо на Земле. Детище миллиардера Джеффа Безоса взорвалось прямо на стартовой площадке во Флориде во время испытаний. В компании сообщили, что во время проверки двигателей произошла аномалия. К счастью, никто не пострадал. А ставки были высокими. Уже 4 июня ракета должна была вывести на орбиту 48 спутников интернет-проекта Amazon. Это один из главных конкурентов Starlink Илона Маска. Менее недели назад другая компания Маска SpaceX провела успешный запуск своей ракеты Starship V3. Это самая большая из когда-либо построенных людьми ракет. И Безос пока в этой гонке отстает.
История уровня голливудского сценария. Бывший сотрудник ЦРУ, похоже, пересмотрел фильмов о Джеймсе Бонде, попивающем мартини в казино. Во время обыска у Дэвида Раша нашли около 300 золотых слитков стоимостью более 40 миллионов долларов, а еще почти 2 миллиона долларов наличными и коллекцию из 35 люксовых часов, включая пресловутый Rolex. По версии следствия, Раш регулярно запрашивал золото и иностранную валюту якобы для нужд расследований. Руководство одобряло заявки, а ценности оседали у агента дома. Историю удержать в тайне не получилось, о ней написала газета The Washington Post. Но на золоте и часах сюрпризы не закончились. Проверка показала, что многие пункты биографии Дэвида Раша тоже были выдумкой. Например, он называл себя боевым пилотом ВМС США и научным сотрудником военного института. Следователи утверждают, это ложь. Более того, у него даже не оказалось лицензии гражданского пилота. А если они копнут еще глубже, не окажется ли, что Раш не Раш, а Иванов? До чего дошел прогресс? Труд физически исчез. Многие наши зрители помнят эту песенку из советского фильма об электронике, но кое-где роботы, похоже, устали вкалывать и устроили первую в истории забастовку. 我被4个这个车围剿了，不让我走了，我这怎么弄？ Вот так беспилотные бусики-доставщики перекрыли трассу в Китае. Хотя, конечно, скорее всего, дело в сбое программы, а не в решении профсоюза «Матрицы». Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся уже утром.